Здравствуйте! Наверное, вы уже устали от обилия информации, с которой вы познакомились, когда смотрели наши видео на букву КЛМ. Поэтому сегодня, когда мы дошли до буквы Н, мы решили дать вам немножко отдохнуть и самим отдохнуть тоже. Поэтому мы пришли сюда, в этот прекрасный парк на букву Н. Он называется «Нескучный сад». «Нескучный сад» – это один из самых старых парков Москвы и очень популярный парк Москвы. В «Нескучном саду» есть романтические дорожки, аллеи, мостики и беседки. Люди любят здесь гулять в любое время года. Парк образовался в XVIII веке, а недавно, несколько лет назад, здесь был сделан огромный ремонт. И поэтому парк, конечно, старый, но одновременно у него появилось новое лицо. Место, куда мы пришли сегодня, всегда было очень красивое место в Москве. А если говорить точнее, то в XVIII веке, конечно, это была не Москва, это не был город, это было Подмосковье. И старинные русские аристократические семьи, очень богатые, стали покупать здесь земли и строить себе усадьбы. Усадьба представляла собой целое хозяйство, большую территорию, где строили главный дом и, конечно, прекрасный парк вокруг по европейской моде того времени. Парк назывался в то время регулярный. Регулярный парк или французский парк – это парк, который придумал дизайнер. Здесь должны быть красивые и правильные геометрические формы. Прямые линии, клумбы с цветами, тоже правильной формы. Должна быть вода, фонтаны или специальные каналы, тоже ровные. Мы пришли в ту часть парка, которая раньше была усадьбой или имением князей Трубецких. Трубецким принадлежала самая большая часть парка. Фамилия Трубецких была очень известна, потому что это была семья аристократическая и очень богатая. Конечно, по традициям того времени должны быть в парке красивом хорошие статуи. И Трубецкие не жалели денег, покупали эти статуи в Италии и во Франции. И вот за мной вы видите одну из 18 статуй, которая украшала имение Трубецких. Статуя очень красивая, романтическая. В реальной жизни все было не так романтично, потому что в начале XIX века семья Трубецких испытывала материальные трудности. Короче говоря, денег у них не было. И тогда один из сыновей князя Трубецкого подумал, что если у них такой огромный прекрасный парк для одной семьи, то почему бы не сделать на этом деньги? И он предложил открыть для широкой публики, людей незнатных, не аристократов, возможность посетить этот парк в вечернее время. Нужно было только купить билет и заплатить за этот билет 1 рубль. Что такое был 1 рубль в то время? На 1 рубль обычный человек мог прийти с дамой вечером в парк, поужинать с бокалом шампанского, пройти со своей дамой по красивым аллеям парка, которые были освещены лампами, а это тоже были деньги, и потом послушать оркестры, которые были спрятаны в разных частях парка, и немножко потанцевать. Посещение парка стало очень популярным среди москвичей. И после этого парку и дали название «Нескучный сад», потому что здесь было не то что не скучно, а очень даже весело. В числе других владельцев
имений, которые располагались здесь, в нескучном саду, был Прокопий Демидов. Человек из семьи Демидовых, не аристократ, но человек невероятно богатый. Его предок, его дедушка поднялся и сделал очень большую карьеру при Петре Первом в начале XVIII века. У Демидовых были заводы на Урале, и поэтому деньги были огромные, заводы делали государственные заказы. Прокопий Демидов был наследником. Он не очень любил заводы, он не очень любил заниматься бизнесом, он был человеком, который любил очень природу, он любил цветы, любил птиц, поэтому он сделал совершенно замечательный у себя сад, для которого цветы и деревья он тоже выписывал из Европы. Он увлекался пчеловодством, у него стояли клетки с птицами. Короче, Демидов был очень увлеченным человеком, и он собрал коллекцию растений, которую потом он передал Московскому университету. Про Демидова говорили, что он человек со странностями, что он чудак. Ну, человек с большими деньгами, он всегда немножко со странностями. А Демидов еще был ботаник, поэтому, как я сказала, очень любил всякие цветочки и растения. Поэтому ему очень не нравилось, когда он приглашал к себе гостей, что гости приходили и срывали тихо цветочки. Поэтому Демидов придумал интересную вещь. Опять-таки в стиле регулярного парка он заказал статуи и поставил эти статуи. А вместе со статуями он ставил живых людей. И эти живые люди стояли тоже как статуи неподвижно. Однако, когда они видели, что кто-то хочет сорвать цветочек, они говорили: нельзя срывать цветки в саду у Демидова. Слухи о том, что у Демидова в его нескучном саду в Подмосковье есть говорящие статуи, разнеслась по всей Москве, и поэтому к Демидову поехало еще больше гостей. Владельцы усадеб этого парка строили себе здесь дома, где они жили. Немного сохранилось, к сожалению, примеров таких домов. Обратите внимание, это симпатичный домик, где сейчас находится библиотека. Это типичный пример русского классицизма. Перенесемся теперь в другую эпоху, в советское время. В советское время был здесь устроен народный парк, который потом получил название «Парк культуры имени Горького». Нескучный сад стал одной из самых больших и лучших частей этого советского любимого парка. И парк украсили скульптурами советскими. Вы видите надо мной прекрасную скульптуру девушки, которая должна прыгнуть прямо в воды Москвы-реки. И с двух сторон фонтана тоже скульптуры советского времени, мальчики-пионеры, которые держат в руках рыбу, которую они только что поймали. Прекрасная набережная вдоль Москвы-реки, такая широкая, такая красивая. Как вы видите, люди гуляют с огромным удовольствием и отдыхают здесь в любые дни, особенно в такой прекрасный осенний день, как сегодня. У парка «Нескучный сад» было, можно сказать, несколько жизней. Была жизнь аристократическая, романтического парка. Потом была жизнь в советское время, как части парка культуры имени Горького. А недавно, совсем 5 лет назад, у парка открылось новое дыхание, появилась новая жизнь. Парк стал современным. Здесь можно взять в аренду велосипеды и кататься на велосипедах. Здесь можно заниматься спортом, здесь можно перекусить. И здесь открыли совсем недавно такое место, которое назвали «Рабочая станция». Вы можете здесь поработать. Здесь есть капсульный отель, где можно переночевать и отдохнуть. Это совершенно новое, что пришло в парк Горького буквально за последние 2-3
года. Открыли в большом количестве площадки для детей, поэтому люди сюда приходят с удовольствием семьями гулять, кормить белок и заниматься детьми. Надеюсь, что вам было интересно погулять с нами по аллеям старого и нового нескучного сада, и что вам было здесь совсем не скучно.